Раскопки в этой пещере велись с 2007 года. Сейчас по ряду причин раскопки приостановлены. Пещеру обнаружил археолог Борис Гаспарян. Это пещера Араньи-1. Есть еще около десятка таких пещер, но эту стали исследовать первой из-за удачного микроклимата. И не ошиблись. В 2008 году здесь нашли кожную обувь. Возраст ее составляет 5500 лет. Из-за прохладных и сухих условий пещеры обувь не потеряла свою форму через тысячи лет и была в отличном состоянии. В 2010 году журнал PLOS ONE опубликовал об этой находке в Армении статью. Обувь была официально объявлена самой старой кожаной обувью в мире. Исследователи говорят, что в ботинке была трава. Причина использования травы для них неизвестна. Ее можно было использовать для поддержания обуви в тепле или для поддержания форм обуви, не надевая ее. Также до сих пор неизвестно, была ли это обувь женщины или мужчины. Ее размер невелик, 37-й, но он может подходить для мужской ноги той эпохи. Части обуви были связаны шнурками. Ученые датировали находки в первом слое 360-460 годами до рождения Христа. Исследования показали наличие 3-4 слоев. Нижний слой датируется с 7025 год до нашей эры. Нашли 3 черепа и кости детей в кувшинах. 1 девочка и 2 мальчика. Внутри одного черепа даже нашли мозг, единственный в мире на сегодняшний момент. Эти люди, по словам ученых, были избранными. Для них считалось честью служить Богу в другом мире. Кувшины замазали глиной и для ориентира ставили деревянные палки. Экспертиза, проведенная учеными Оксфорда, показала, что возраст палок около 6000 лет. Также учеными были найдены следы каннибализма, а в кувшинах были найдены части тел детей. Испокон веков считалось, что вино – это напиток богов. И таким образом они говорят, что была дань богам отдана. По подсчетам ученых, эта винодельня выдавала 150-200 литров вина в год. Помет летучих мышей, который покрыл это место слоем 15-20 сантиметров, сделал свое дело. Под этим слоем не было молекул кислорода, и благодаря этому все так хорошо сохранилось. В этой пещере, кстати, этих мышей насчитывается 8 видов, 4 из которых проживают здесь постоянно. Этими мешками завален проход вниз на 4,5 метра. Там коридоры около 70 метров. По предварительным данным, раскопки произведены только на 4-5%. Исследования показали, что после 3800 года тут уже не занимались виноделием. Место было законсервировано. Но при входе в пещеру люди продолжали жить еще около 400 лет. В этой пещере нашли могилу мальчика, 9-10 месяцев от роду. Жил он около 5900 лет назад. Благодаря микроклимату волосы и кожа в основном сохранились. Рядом нашли чашку с высохшим молоком. Археологи объясняют это тем, чтобы мальчик по пути в иной мир мог покушать. Специально захоронили на распутье, чтобы он потом сам решил, куда ему идти.
После пещеры мы направились на винный завод, который делает как раз вино из этого винограда. Понимаете? Снимаю, да? У нас винный завод, где можно пройти экскурсию и продегустировать наши вина. Отлично. Если взять полный туристический набор, все 10 вин попробовать, то это 5000 драм с человека. Ну там 5-10 вин это дегустационными порциями такими. Я за рулем, дегустировать будет она только. Здесь такой яркий аромат дрожжевой. Наше хозяйство называется вин Арани. Вин в переводе означает древний, а Арани это название сорта винограда. Вот вы приехали в деревню Арани, она тоже названа в честь этого сорта винограда. Итого получается древний Арани. Хотели подчеркнуть древность этого сорта винограда, который здесь в нашей области все выращивают. Он испокон веков здесь растет, ему около 6000 лет. Сейчас мы находимся в нашем производственном цеху. Это сердце нашего завода, они из нержавеющей стали, в которых, значит, происходит брожение, и они все оснащены охладительной системой. Здесь пресс, который куплен из Швейцарии, он мягкой прессацией. Дело в том, что позволяет так нежно обращаться с виноградом, чтобы не сдавилась косточка. Сейчас все практически, американцы, австралийцы, все используют мягкую прессацию, потому что косточка выдает неприятную горчинку вину. Посему от этого, значит, мы избавились, и наш директор любит шутить, что сейчас вместо волосатых итальянских ног у нас на заводе элегантный швейцарец, потому что пресса швейцарец. А я думал армянские, элегантные ноги, волосатые. Он вспоминает Челентано, да, такой советский закалки человек, поэтому он вспоминает. Наша линия розовая. Машина, здесь называют ее Феррари, потому что она и быстрая, как Феррари, А, я думал, и как итальянская. итальянец, да. Быстрая, как Феррари, и дорогая, как Феррари. К слову, дорогая, настолько дорогое вот это все оборудование европейское, которое куплено, что оно с 2014 года пока в процессе окупления. Да, бочки я люблю. Ой, здесь запах даже. Да, здесь влажность, температурный режим плюс 14, плюс 16. Можно. А этот выдержанный так стоят, да? Это Да, а вот эта выдержанная и классическая линейка, они стоят, пока ждут своего покупательского часа. Затем Вика немножко продегустировала вина. Потом еще немножко продегустировала. А потом еще продегустировала. И после этого мы пошли на соседний завод, который делает плодовые вина. Подходи, подходи, что ты. Не стесняйся. Дегустируй. Расскажу, что у нас есть, и будете дегустировать. Сейчас вы находитесь в Аренском винном заводе. Наш завод был основан в 1994 году. Это маленький семейный бизнес. В основном мы производим вино из местного винограда Арени. Арени – это местный древний эндемический сорт. Из этого винограда есть сухое, полусухое и полусладкое вино. Сухие вина два вида. Есть выдержанные в дубовой бочке и есть выдержанные в глиняном кувшине. Есть один вид белое сухое вино, виноградный сортов харчик. Харчик – это тоже местный сорт винограда. Производим фруктовые вины тоже. Есть гранат, вишня, ежевика, малина, персик, абрикос, айва. Они все молодые, прошлогодние вина. И полусладкие, десертные вина. Производим крепкие напитки тоже. Коньяк есть, абрикосовый 40 градусов, 5-летний выдержка. И вот есть домашний. Абрикосовая, персикая, яблочная, виноградная, там 50 и чуть выше градусов. 55 лет. Ну, это отдельно. Здесь также можно сувениры прикупить разные. На видео вклада только 20. Затем мы купили вина, которое нам понравилось.
И поехали дальше. Всем до свидания, до новых встреч. Моя прелесть.